Всем привет, в это зимнее трансферное окно в английской премьер-лиге. Было много переходов, и мы начинаем. На 7-м месте расположился бывший нападающий Арсенала Оливье Жиру. Из 16 сыгранных матчей француз 15 раз выходил на замену и лишь один раз в старте. Слишком мало игрового времени, а между тем скоро чемпионат мира, и Жиру изъявил желание на него попасть. Поэтому Арсен Венгер отпустил Оливье в Челси, где для него есть подходящая конкуренция в лице Альваро Мораты, которого, кстати говоря, критикуют практически каждый матч. Вообще, Челси пока что не может найти свою игру. До приобретения француза команда Антонио Конте в домашних стенах умудрилась проиграть Бормуту со счетом 3-0. Следующий матч был в гостях у Уотфорда, Жиру остался в запасе, но в середине второго тайма все-таки появился на поле. Команда прибавила в атаке, но аристократы так и не ушли от поражения. Следующий матч лондонцы все-таки выиграли, француз сыграл весь матч, Жиру постоянно открывался, шел в стыке, отдал голевую передачу, имел пару хороших возможностей забить. Вообще видно, француз читает игру, понимает, что от него требуется. Антонио Конте остался доволен таким приобретением. 6-е место, и здесь у нас Тео Уолкотт, который также покинул стан канониров. Если Жиру в премьер-лиге за Арсенал провел 16 матчей и ему было мало, то Уолкотту и подавно. Англичанин появлялся на поле всего 6 раз, ни разу не попав в стартовый состав. Более того, в общей сложности Тео провел на поле около 60 минут. Уолкотт был игроком Арсенала целых 12 лет. За это время канониры трижды стали обладателем Суперкубка Англии, трижды выиграли Кубок Англии. За 270 сыгранных матчей Тео забил 65 мячей. Самым удачным стал сезон 2012-2013. Тогда англичанин отличился 14 раз, при этом отдав 10 голевых передач. В Эвертоне Тео быстро адаптировался, 2+1 по системе гол плюс пас за 4 матча. Тео здорово играет без мяча, отрабатывает в обороне, что очень важно. Уолкотт находится в самом расцвете сил, и я думаю, что он сделал правильный выбор. В связке с Уэйном Руни атакующий потенциал команды увеличится в несколько раз. 5-е место и снова француз, только из Манчестера Сити. Игрок, который 7 лет играл в Ла Лиге в составе Атлетико из Бильбао. Речь, конечно, о Эмерике Лапорте. Француз демонстрировал уверенность, стабильность, спокойствие даже в матчах против Барселоны и Реала. Эмерик обладает отличным пасом, что несомненно привлекает Хосепа Гвардиолу. Вообще Гвардиоле нравятся защитники, способные не только обороняться, но еще и комбинировать. В свои 23 года Лапорт еще не успел дебютировать за сборную. Манера игры француза полностью соответствует философии Гвардиолы. А если учитывать, что Компани часто оказывается в лазарете, то можно с уверенностью сказать, место в основе Лапорту гарантировано. Помимо всего прочего, Лапорт имеет высокий рост, в купе с маневренностью. Лапорт – один из самых перспективных защитников в мире. Такой трансфер обязан себя оправдать. И снова возвращаемся к Арсеналу. Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, который был признан лучшим игроком в финале Лиги Европы против Аякса, перешел в Арсенал в обмен на Алексиса Санчеса. Канониры давно охотились на Генриха и, в конечном счете, заполучили его. Арсен Венгер уверен в своем новичке. Мхитарян успел отдать 3 голевые передачи и сделал он это в матче против Эвертона, который закончился со счетом 5-1 в пользу пушкарей. Генрих был признан игроком матча. В следующем матче против Тоттенхэма Мхитарян не блистал. Все-таки нужно время для адаптации, для понимания философии Арсена Венгера. Да, пускай Мхитарян не берет на себя игру в тяжелые минуты так же, как это делает Санчес, но Генрих имеет много положительных качеств. Он хорошо обороняется, постоянно обостряет игру, способен играть как на фланге, так и под нападающим. Хочется пожелать ему удачи в новом клубе, собственно, как и Пьеру Эмерику Абамеянгу. Ведь он присоединился к лондонскому клубу. Старый дуэт из Дортмундской Боруссии снова вместе. Габонец бойкотировал тренировки в Дортмунде в связи с желанием перейти в другой клуб. Боруссия, в свою очередь, не хотела отпускать Абамеянга до тех пор, пока не найдет ему замену. Но через некоторое время эта замена появилась. Этим игроком стал бельгийский нападающий лондонского Челси Миши Башуаи. Хочется сказать, огромную работу проделал на трансферном рынке Арсенал. И Абамеянг как раз таки из тех игроков, кто способен усилить состав. Тем более при наличии таких игроков, как Мхитарян, Озил, Рэмзи, Уилшир.
В своем интервью Аубамейянг говорил, что именно трансфер Хитаряна повлиял на его решение перейти в Арсенал. В прошлом сезоне габонец забил порядка 44 мячей во всех турнирах. Он прекрасно действует на острие, но есть вопросы по поводу дисциплины. Данный трансфер должен вернуть Арсенал в большую игру. Второе место и голландец из Саутгемптона, который перешел в Ливерпуль за рекордную сумму, став самым дорогим защитником в истории футбола. Кроме того, переход Ван Дейка стал самым дорогим в истории Ливерпуля. Предыдущий рекорд принадлежал Мухаммеду Салаху. Тогда стоимость трансфера составляла почти что 50 миллионов евро. По словам самого голландца, решающую роль сыграли масштаб клуба и атмосфера на домашнем стадионе. Такая внушительная стоимость не говорит о том, что это игрок уровня Серхио Рамоса или Пике. Это вызвано экономическими принципами, постоянно растущей инфляцией. Но стоит отметить, Вирджил – отличный, умный и техничный защитник, сохраняющий спокойствие в самый напряженный момент. Он очень хорош в перехватах, прекрасно читает игру, а между тем защита – достаточно проблемная область у мерсисайдцев, и приобретение такого игрока – отличный ход для того, чтобы наладить игру сзади. Будем следить за ходом развитий. Вот мы и добрались до первого места. Алексис Санчес. Один из самых выдающихся представителей английской премьер-лиги. Санчес – настоящий боец, с прекрасной техникой, видением поля. Сколько матчей было выиграно благодаря его трудолюбию и упорству. Санчес пришел в Манчестер Юнайтед для того, чтобы выигрывать трофеи. Это фантастическое усиление для манкунианцев. У Санчеса очень много амбиций. Это игрок, который способен в одиночку вытаскивать матчи. Но, к сожалению, в матче с Тоттенхэмом такого не произошло. Мауриню нужно понять, как правильно заиграть в своем составе такого мастеровитого игрока. Ни для кого не секрет, что Арсен Венгер хотел сдержать Санчеса в своем клубе. Очень хочется посмотреть на матч МЮ с Арсеналом. Он состоится в конце апреля. К этому времени игроки точно сумеют адаптироваться. А пока по расписанию Лига Чемпионов, и я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока.